Здравствуйте, я Малинин Алексей Генрихович. Продолжаю цикл лекций по струйной цементации грунтов. И сегодня наша лекция будет посвящена, это первая лекция, она будет посвящена такому краеугольному камню. Что же такое струйная цементация и чем она отличается от обычной цементации? Потому что, к сожалению, не только студенты, не только молодые начинающие инженеры смешивают эти понятия, но, к сожалению, даже у проектировщиков иногда проскакивает мнение, что это примерно одинаковые технологии. Вот к концу лекции я должен вас убедить, что это абсолютно разные технологии, хотя они называются очень близко, и там цементация. Поэтому начнем, наверное, с более такого общего вопроса или определения, что такое инъекция. Вот инъекции, из которой вытекает, цементация вытекает из инъекции, потому что это просто разновидность скрепляющего материала. То есть в инъекции можно использовать разные материалы. Вот если мы берем цемент, то это будет цементация. Смола, смолизация, силикаты, силикатизация. Но все эти технологии принадлежат общему классу технологий. Это технологии инъекционные. И мы начнем с определения. А что же такое инъекция вообще? То есть инъекция это доставка скрепляющего материала в какую-то точку породного массива под давлением. Вот я еще раз повторю, чтобы вы вдумались в каждое слово. Это доставка скрепляющего материала под давлением в определенную заданную точку породного или грунтового массива. Значит, с одной стороны у нас должен быть скрепляющий материал, с другой стороны должно быть оборудование для того, чтобы этот скрепляющий материал доставить. Как это можно сделать, я сейчас покажу. Для этого мне нужны вспомогательные материалы. И самый простой вариант, давайте поставим на стол поднос. Мы живем в то время, когда шприцам уделяется огромное внимание. И сегодня век или в годы, период пандемии, человек со шприцом – это, наверное, главный победитель всех или самой страшной болезни, которая пришла в 21 веке. Но с другой стороны, это тот же самый инъектор. То есть это аппарат для того, чтобы мы могли подать какой-то скрепляющий материал, в данном случае это вода, в какой-то грунтовый массив. Для этого мы используем инъектор, втыкаем его и нажатием пальца под давлением подаем его в грунтовый массив. Вот после этого мы можем посмотреть, что у нас весь массив пропитался скрепляющим материалом. Вот это способ инъекции. Если, еще раз повторяю, эту инъекцию мы в инъекции будем использовать скрепляющие материалы на основе смол, это будет смолизация, на основе силикатов силикатизация, на основе цементов цементация. Какие бывают традиционные виды цементации? Мы сейчас говорим только о традиционных видах и не трогаем пока струйную цементацию, а потом ее попытаемся сравнить с тем, что сейчас мы говорим. Первый вид инъекции, или я буду чаще уже называть слово цементация, потому что все равно мы будем разговаривать только о цементах. Первый вид цементации – это так называемая заполнительная цементация. Предположим, у нас есть какой-то грунтовый массив, и в нем есть какие-то полости. Самый простой вариант, это часто встречаемый. Мы живем в городе Перми, это карстоопасный район. Здесь все строится в основании лежат известняки, все строится на известняках. И таких территорий у нас очень много, в которых, например, существуют карсты, образовываются карсты. К таким районам относятся и Уфа, к таким районам относится и Москва. В Москве противокарстовые мероприятия при строительстве особенно высотных зданий с тяжело нагруженными фундаментами – это обязательное мероприятие. Поэтому в данном случае заполнительная цементация, она очень часто используется как при строительстве небоскребов с глубокими фундаментами из буронабивных свай, точно так же она используется при строительстве мостов, при строительстве дорог, то есть в транспортном строительстве. Что мы делаем? Мы бурим скважину, подсекаем какой-то карст и начинаем ее заполнять. Вот, когда мы весь карст заполнили, то дальше идет развилка. Как мы оформили устье. Если у нас устье было никаким образом не стоит никакая запорная арматура, не стоит никакая пакерная система, то весь излишний состав после заполнения карста будет подниматься по затрубному пространству и выходить на поверхность. Поэтому как только мы увидим цементный раствор, который выходит из устья скважины, все, привет, скважина, наш карст заполнен, работы закончены. Другое дело, что если мы в этом случае вдруг
поставим здесь пакер. То есть устье перекроем, не дадим выходить раствору на поверхность. Тогда в эту цепь мы должны поставить манометр. И как только у нас карст заполнится, в этом случае стрелочка манометра начнет подниматься, говорит о том, что у нас появилось уже какое-то противодавление, и мы хорошо и правильно заполнили карст. Обычно даже рисуют графики, если этот процесс автоматизировать, то есть давление и время. Вот в самый начальный период, когда мы пробурили, начинаем заполнять карст, время идет, а давление не увеличивается. Ну, есть какое-то возрастание или пологая линия, которая свидетельствует о некотором сопротивлении шлангов, монитора и всего остального. Затем, после того, когда карст заполнился, давление начинает подниматься, и в этот момент мы должны остановить, потому что мы доходим до некоторого критического значения. Ну, пусть будет так. Все, карст заполнен. Вот это и есть заполнительная цементация. Таким образом, чтобы заполнить следующий карст, нужно снова пробурить скважину, снова пробурить и так далее. Второй тип цементации – это цементация разрывная, то есть которая происходит в разрывном режиме. Она отличается, она близка к заполнительной, но это ее вторая фаза. То есть если мы, например, сейчас заполнили в данном случае карст и превысим некоторую величину критического давления, то у нас произойдет разрыв, соединятся две полости и давление упадет вниз. И после этого начнет заполняться второй карст. Или вторая полость. То есть точно так же пойдет процесс, и в какой-то момент он снова выйдет до давления, при котором происходит разрыв породного массива, и произойдет разрыв в какую-нибудь другую сторону, и начнет заполняться следующий карст. Таким образом, мы из одной точки теоретически можем заполнять все очень и очень долго, если мы все время будем стараться превышать, ну, иногда эти кривые могут быть выше, иногда они могут быть ниже. Тут процесс достаточно неопределенный, но тем не менее все равно мы работаем в какой-то одной области. То есть таким образом из одной точки мы можем заполнить несколько карстов. Поэтому разрывные технологии, она на то и направлена, чтобы создавать, во-первых, искусственные полости, те, которые мы создаем давлением. Мы их тоже потом на пути заполним. Она еще может разорвать массив, но не зайти в какую-то полость. То есть таким образом тоже происходит закрепление массива. А при попадании этой трещины или этого разрыва в новую полость будет происходить ее заполнительная. То есть в данном случае разрывная и заполнительная цементация, они переходят одна в другую. И тем самым мы с одной стороны заполняем карст, а с другой стороны разгоняем наш скрепляющий состав на очень большую площадь. Хорошо это или плохо? Ну, это зависит от типа задачи. В некоторых случаях это хорошо, то есть мы берем большую площадь. В других случаях все равно есть какая-то доля неопределенности. И так, где же остановиться? В какой момент нужно остановиться, чтобы не закачивать то, что нам не нужно это делать? Если, предположим, у нас опора мостового перехода, например, находится вот здесь, или там буронабивная свая, то зачем нам заполнять этот карст? То есть нам достаточно прийти только работать с той областью, которая находится. Но во всех вариантах я должен сказать, что вот эти две технологии, они в большей степени, как сказал профессор Комбифор, они больше искусство, нежели наука. Вообще вся инъекция это в основном искусство. Поэтому здесь, конечно, вот такие работы, они очень много зависят от опыта инъекционных, от работников, сотрудников, от опыта проектировщиков, которые занимаются этим проектом. И еще я должен сказать, что вот эти две основных технологии, инъекционная и разрывная, их комбинации в разных вариантах, сейчас мы проговорили про карст, но мы можем поговорить и о другой области, когда мы, например, пробурили скважину, нет ярко выраженного карста, и мы в этой скважине начинаем каким-то образом инъектировать туда состав, вот он идет в каком-то разрывном варианте, поднимая, например, там какие-то покера или какую-то систему мониторов, мы можем укреплять массив, но в этом случае при разрыве происходит заполнение еще и каких-то своих пор породного массива. К сожалению, не всякий грунт поддается вот такой укрепительной, это такой третий, иногда его выделяют,
в отдельный тип, иногда не выделяют. Ну, назовем его третьим типом, укрепительная цементация. В данном случае здесь все то же самое. Есть скважина, есть какое-то давление, есть какой-то манометр, который показывает, что это давление то возрастает, то уменьшается. Есть какой-то монитор, есть какие-то пакерные системы. Я не буду долго на это говорить, потому что это не цель наших лекций. Я просто хочу сейчас показать на этих примерах, что вот эти все технологии, это, еще раз повторяю, это, как сказал профессор Комбифор, французский профессор, который написал, наверное, самую знаменитую книгу «Инъекция грунтов», и он все это обозвал не наукой, а искусством. То есть все это сидит на опытах, на наблюдениях, больше вот ничего другого нет, на опытных работах или опыт тех людей, которые этим занимаются. Какие грунты можно обрабатывать укрепительной цементацией? Как говорят наши российские строительные правила, что цементация подлежит только крупнообломочные грунты и средние, и крупные, крупнозернистые пески, гравелистые, крупнозернистые пески. Вот в данном случае эти породы еще хоть как-то можно пропитывать цементным раствором, скальные породы, понятно, легко и просто, гравийные грунты тоже достаточно хорошо поддаются пропитке или укрепительной цементации. Вот уже в крупнозернистых песках уже будут проблемы. А если мы переходим в область среднезернистых песков, мелкозернистых, не говоря уже о супесях, суглинках и глинах, то это, как правило, невозможно. То есть эта цементация в данном случае уже где-то имеет пределы на крупнозернистых песках. В моей личной практике были случаи, когда мы использовали микроцементы. То есть вся сегодняшняя наука направлена, химическая наука направлена на то, чтобы уменьшить структуру цемента, диаметр зерна, чтобы он попадал в поры уже гораздо меньшие и приходил в класс супесей, суглинках, то есть наличием пылеватых частиц. И в данном случае, выпускаются рядом фирм, особенно зарубежных, популярные микроцементы, которые используются и делают попытки их использования во всех вот таких грунтах с примесью глинистых частиц. К сожалению, мой личный опыт показал, что и здесь не так все просто. Мы укрепляли грунт, который состоял из мелкозернистого, достаточно плотного песка, и, конечно, даже применение микроцементов не давало варианта, не давало пропитку этого материала. Мы могли только лишь отжать и получить какие-то глыбы отвердевшего цемента, потом была эскавация, мы это все видели своими глазами, но пропитать грунтовый массив мы не смогли. И получили просто возле каждого инъектора какие-то шары, какие-то сундуки из цемента. В общем, это не та была задача, которая была перед нами поставлена. То есть единого массива у нас не получилось. Но, конечно, наука не стоит на месте, и, конечно, дальше химики предлагают, или те, кто занимается строительными материалами, более сложные материалы, и к ним относятся в первую очередь синтетические смолы, с помощью которых можно это уже бесструктурные жидкости, и ими уже материалы, и ими уже можно пропитывать даже вот такие мелкопористые грунты, к которым относятся, еще раз повторяю, супеси, суглинки. А про глины я пока такого не слышал. Но здесь другая особенность. Чем более сложен материал, чем он более эффективен и, соответственно, сложен, тем он более дорог. То есть тут экономика включается в процесс. И я, наверное, все-таки скажу, передам то, что мне передал один из корифеев, один из специалистов, его уже сейчас нет, я не хочу его фамилию называть, но специалист, который участвовал в строительстве знаменитого Северомуйского тоннеля при строительстве БАМа. Так вот, разломы этого Северомуйского тоннеля заполняли скрепляющим материалом на основе смол, которые покупали в Японии. Так вот, он сказал такую интересную фразу: рюмка скрепляющего состава стоит столько же, сколько рюмка армянского коньяка. Вот чтобы было понимание о стоимости этих материалов. И когда мы начинаем все это измерять рюмками дорогих коньяков, то мы понимаем, что разлом при проходке нескольких разломов Северомуйского тоннеля применения были потрачены колоссальные деньги. Но, наверное, этот объект того стоил. Да, решалась какая-то геополитическая задача, связь центральной части России с Владивостоком, или с восточной частью страны, более общей, скажем. И поэтому, конечно, это и для оборонных целей, и для развития промышленности. Да, наверное, при решении такой транспортной задачи такие средства были оправданы. Но строить, применять жилищное строительство при применении подобных материалов, это просто неразумная какая-то экономическая, нерентабельная задача. И, конечно, в моей практике я не знаю таких случаев. Я буду рад, что если кто-то, может быть, сообщит мне о том, что где-то на жилищном строительстве применялись какие-то синтетические смолы зарубежного производства. Так, еще надо добавить, наверное, то, что цель
ну, первая цементация, это у нас связано с заполнением карстов. Цель второй, разрывной цементация, это, как правило, и укрепление, и гидроизоляция. То есть мы с помощью трещин создаем какие-то массивы. Самый простой вариант, конечно, это когда создается горизонтальная трещина, горизонтальный разрыв. Это, ну, связано с геомеханикой, очень легко это объяснить на основе простейших формул, но не цель сегодняшней лекции этим заниматься. Более сложные задачи создания вертикальных фильтрационных завес, то есть создавать вертикальные гидроразрывы. В моей практике я не смог, я пытался такие задачи решать, я не смог, я читал статьи, да, кому-то удается решать эти задачи, но это еще раз говорит о том, что все эти технологии в основном больше связаны с искусством, нежели с каким-то научным обеспечением. Ну, а третья цементация, это цементация, которая применяется очень часто как укрепительная цементация. И с помощью этой цементации повышаются прочностные деформационные свойства пород, и она применяется, ну, всегда. Это и укрепление и оснований, это в первую очередь, конечно, это аварийные работы, связанные с укреплением аварийных фундаментов. Вот здесь просто ее раздолье этой технологии. Но еще раз повторяю, там идет смесь дополнительных каких-то дефектов в грунтовом массиве, и в том числе еще и пропитка грунтового массива, если это возможно, теми скрепляющими материалами, которые есть. Ну вот о традиционной технологии, наверное, о традиционных методах цементации, наверное, все. А теперь вот я хочу перейти к струйной цементации. Что же такое струйная цементация? И начну я ее, наверное, с такого факта, что когда я был в той жизни, там, молодой, у меня был небольшой период жизни, когда я занимался материалами, которые поглощают энергию, то есть энергию удара. И поэтому мне вот это занятие в одном оборонном подразделении, работающем на оборону страны, мы занимались вот именно как раз погашением энергии. И как раз там настрелялись из всяких пистолетов, пулеметов и тому подобное, проверяя, как материалы гасят энергию. То есть ведь очень важно, когда создаются средства защиты, не только защитить человека от проникновения пули, но вот самое это страшное, это часто бывает удар. То есть даже вот любой бронежилет, которыми мы занимались, если даже он не разрушен, это не значит, что человек остался жив. И как раз удары и ускорение, которое передается на органы человека, они, как правило, приводят к летальному исходу. То есть вот этот удар, это основное, чем мы поражаем, ну, в данном случае, так сказать, были цели поражения. Так вот, струйная цементация, это тоже ударная технология, это имеет она ту же самую основу, только мы сейчас стреляем не одной пулькой, а мы стреляем миллионами пуль, которые вылетают в виде некоторой струи. Но в данном случае, конечно, мы будем сейчас говорить о том, что мы не будем втыкать инъектор в породный массив, а мы будем выпускать струю и пытаться этой струей разрушить грунт. Разрушил, так скажем, модель разрушения грунта, но в данном случае я не втыкал инъектор в этот грунт, я разрушил его кинетической энергией струи. Вот это сейчас очень важно. Из курса физики, где-то за 6 класс, мы помним определение кинетической энергии. Это есть не что иное, как энергия равна масса, умноженная mv квадрат пополам. И если мы рассмотрим какое-то летящее тело со скоростью, двигающееся со скоростью v, ну, возьмем, например, какую-нибудь там пулю, которая летит со скоростью v и обладает массой m. Подставляя массу v квадрат, деленное пополам, можно получить какие-то значения энергии. Ну вот перед этой лекцией мне было самому интересно, прежде чем говорить об энергиях струйной цементации, я просто открыл какие-то справочники в интернете простейшие и увидел, что, например, вот если мы возьмем пулю пистолет Макарова, то скорость, так называемая дульная энергия, то есть на вылете пули из ствола пистолета, она составляет примерно 200 джоулей. А если мы возьмем, например, снаряд, танковый снаряд, который вылетает из ствола пушки танка, то здесь энергия будет составлять, ну, приблизительно 1,5-10 мегаватт, мегаджоулей. Вот какие-то уровни энергии, которые мы сегодня должны так для сопоставления понимать. То есть 200 джоулей
1,5 примерно 10 мегаджоулей. А теперь вот я специально повесил графики, которые мы написали в одной из статей, там где-то ссылки мы всегда можем найти на наших сайтах. Это статья, которая собрала весь мой жизненный, наверное, опыт выполнения свай. То есть мы собрали все, которые где-то на опытных работах, мы фиксировали значение расхода, там, энергии, давления, все это в кучу. Сейчас не об этом разговор, а просто вот собрали для связанных грунтов и для несвязанных грунтов. Ну, к связанным грунтам это все глинистые грунты. В разных глинах тут не совсем хорошо сопоставлять, не совсем, я бы сказал так, корректно сопоставлять результаты, но тем не менее мы их разбили хотя бы на две группы. На связанные грунты и на несвязанные грунты, в первую очередь к которым относятся пески. То в данном случае мы получили уровни энергии, вот для разных, значит, по вертикальной оси у нас объем сваи, который составляет 1 погонный метр, ну, через объем можно всегда посчитать диаметр, если свая там круглая, да, из предположения, или квазикруглая. А по горизонтальной оси энергия, которая была получена расчетным путем. Так вот, мы увидим значение, что где-то приблизительно 200-300 мегаджоулей на метр. 150, 200 и 250. Ну, пески обрабатываются гораздо проще, чем глины, в 2-3 раза. То есть уровни наших энергий, то есть струйная цементация, дает энергию для изготовления основной сваи, затрачивая, ну вот я так просто вот возьму, напишу так одно число, 300 мегаджоулей, ну, на 1 метр погонный. То есть таким образом, чтобы сделать метр грунтоцементной колонны, нужно потратить порядок 300 мегаджоулей. Еще раз повторяю, то есть танковый снаряд это там 1,5-10 мегаджоулей, а какие-то пистолеты это 200-300 джоулей. То есть надо вот 1 000 000 пистолетов выстрелить, чтобы получить примерно такое значение. Или там собрать там условно 30 танков и выстрелить в одну точку. Ну вот это интересное сопоставление, которое говорит, какой порядок энергии должен быть струйной цементации, чтобы она заработала и дала какой-то эффект. То есть невозможно сделать цементацию на маленьких насосах. То есть для этого в первую очередь нужны силовые агрегаты, которые дают вот такие уровни энергии. И это, как правило, насосы, оснащенные двигателями, там, ну, как минимум, начиная, если в киловаттах, то это 300, 400, а лучше бы еще и 500 киловатт. Сегодня уже еще больше есть двигатели. Но это уже опять отдельный вопрос. Мы тоже будем говорить про насосы и очень долго будем разбираться с двигателем. Вообще наша лекция, мы никуда не бежим, поэтому мы все вопросы будем разбирать медленно и досконально. Так вот сейчас... Главное, что вы должны понять, что это огромнейшие, просто огромные уровни энергии, которые создаются огромными силовыми агрегатами. В первую очередь, чтобы делать струйную цементацию, нужно иметь хорошее энерговооружение в этой технологии. А в традиционной цементации как раз этого не нужно. Там достаточно маленький насос, там НБ1, шланг, инъектор, и можно решать какие-то задачи. Вот тоже для сопоставления, чтобы переехать с объекта на объект комплектом струйной цементации, в таком ее стандартном варианте, без всякой экзотики, не маленькие, не супер большие буровые машины, достаточно, нужно, необходимо 4-5 фур, то есть большегрузных автомобилей, на которых мы погрузим буровую, погрузим насос, миксер, силос и так далее. Вот 4-5 машин должны перевозить оборудование, комплект оборудования с точки на точку. А чтобы вот традиционные технологии, я приведу такой пример. Когда я был еще там в аспирантах, то мы выезжали на опытные работы со своим, у меня как у аспиранта было задание сформировать какой-то кружок, значит, у нас был тогда научные исследовательские кружки там студентов, студенческие лаборатории НИЛС и в Политехническом институте. И вот с этим своим небольшим кружком, там состоящим из 3 студентов, мы выезжали на объект. Сейчас все эти студенты, к слову сказать, все генеральные директора предприятий, время течет и время изменяется. Вот эти ребята тоже, в хорошем смысле заразились этой технологией и тоже занимаются инъекционными методами и поныне. Так вот тогда я был аспирантом, они третьекурсники, мы выезжали на практику, совмещенную с нашими опытными работами. Мы ехали на север Пермской области на поезде, который выезжал с вокзала Пермь-1. Но вся проблема была в том, как добраться до вокзала Пермь-1. Мы ехали на этот вокзал на троллейбусе. То есть 2 студента несли насос НБ1, 3 нес шланг, а 4 человек нес монитор, который, пакер, который я сделал там из велосипедной камеры и
чехла, сшитого на швейной машинке собственными руками. Вот этого всего было оборудование достаточно для того, чтобы выехать и проводить опытные работы. Но дальше мы работали со смолой, поэтому нам было проще. Бочка, вырубленное дно, добавили, водой разбавили и начали работать. Вот. Это прекрасные стартаповские технологии, которыми можно прекрасно работать, и в багажнике автомобиля перевозится все сегодня технологическое оборудование, необходимое там, для укрепления, например, аварийных фундаментов зданий. Но, к сожалению, с помощью этой технологии практически невозможно или уже экономически неэффективно укреплять дороги, укреплять там, фундаменты глубоких зданий там, и решать другие задачи. Вот эти задачи может решать струйная цементация. И второе, вернее, может быть, даже это первое, самое главное, да, что границы этой технологии очень узкие. Еще раз повторяю, это крупнообломочные грунты, это гравийные отложения, а мы как раз тогда укрепляли гравийные отложения. И это какие-то максимум крупнозернистые пески. Вот подобное различие, еще раз повторяю, в технике оно неимоверно огромное, но все-таки классически чем отличается струйная цементация от традиционной инъекции? Вот сейчас самое главное, то, к чему мы шли всей этой лекции. Традиционная инъекция – это просто давление, доставка в точку под давлением и распространение в массиве в режиме либо заполнения, либо разрыва. А струйная цементация – это, как бы проще сказать, расстрел из такого водяной пушки, водяного пулемета грунт, то есть с помощью энергии вот этой струи, разрушение грунта, так как струя чаще всего, тоже будем рассматривать, не всегда так, но сегодня будет звучать так как струя сама из цемента, сама цементная струя, то она во время разрушения породы, ее размыва, как иногда говорят, или разрушения, она перемешивает его с цементным раствором, и получается у нас новый грунтоцементный материал. То есть формируется в породном массиве новый материал, грунтоцемент, который после твердения образует какой-то уже грунтоцементный элемент. Сегодня мы уже не говорим ни колонна, ни свая, потому что элементы, мы тоже посвятим лекции, они бывают различных форм, различного содержания. Вот это разница. В первом случае давление, во втором случае энергия. Вот эти вещи путать нельзя. То есть очень часто говорят, да, у вас то же самое, только у вас давление выше, у вас давление там 500 атмосфер, а у нас давление 10 атмосфер. Вот в этом вся разница. А мы можем, например, сделать то же самое, возьмем 100 атмосфер, дадим. Вот что будет, если будет 100 атмосфер? Но мы сегодня видим, что мы не дадим тех уровней энергии. То есть если мы возьмем насос со 100 атмосферами, который выдает, то мы в лучшем случае получим там 100 мм, 200 мм, наверное, в лучшем варианте диаметр грунтоцементной колонны. На самом деле так оно и есть. На самом деле в свое время все начинали с диаметров 300 мм, но зато струйная цементация, даже при маленьких диаметрах, даже с маленькими, с какими-то условно маленькими насосами, она все равно позволяет сформировать какие-то грунтоцементные элементы в тех типах грунта, в которых традиционные технологии не работают. То есть это в первую очередь суписи суглинки и самое главное глины. То есть в песках мы можем работать почти все разными технологиями, в суписях, суглинках еще как-то в традиционной технологии можем работать с помощью смол, а вот уже струйная цементация, она обрабатывает весь спектр пород и уходит уже в торфы и какие-то донные, илистые отложения и так далее. То есть ей подвластны практически любые породы. Еще раз, это давление, а здесь это энергия. Вот эти два разных понятия и как раз разделяют, два вот этих фактора как раз и разделяют одну технологию от другой. На этом я надеюсь, что все поняли различия технологий, и не всегда слово цементация означает что-то одно, то есть надо всегда говорить и добавлять, что это в каком варианте используется. И на этом лекция наша заканчивается. На следующих лекциях мы уже начнем разбирать более подробно, более правильно и более точно все разновидности струйной цементации. До свидания.